Всем привет! Приветствую вас на канале Power Device. Сегодня, друзья, хочу представить вам обзор и тесты на планшет UMIDIGI A11 Tab. Это первый планшет компании UMIDIGI. Заказывал я его на AliExpress с официального магазина этой компании. Тестирую я данный девайс уже пару недель, и у меня есть что о нем сказать. Во-первых, давайте начнем с комплекта, с которым поставляется A11 Tab. Конечно, по стандарту вы получаете провод USB-C, а также зарядник мощностью 5 вольт 2 ампера, который поддерживает зарядку на 10 ватт. Но вот то, что я бы назвал здесь нестандартным, это чехол, который компания ложит в комплект. К слову скажу, что чехол весьма добротный. Сверху он весь прорезинен. То же самое и внутри. Поверьте, не каждая компания в свой среднебюджетный планшет положит такой чехол. Меня это порадовало. Также, естественно, чехол поддерживает роль вот такой подставки, что в некоторых ситуациях оказывается очень полезным. Также, друзья, не могу не отметить такую простую, но полезную фишку. Планшет реагирует на открытие и закрытие чехла. Происходит блокировка, при открытии он разблокируется. Также меня порадовало, что на дисплее из коробки наклеена защитная пленка. В целом, когда вы берете этот девайс в руки, не возникает каких-то ощущений дешевизны. Рамка выполнена из металла. Задняя поверхность матовая. Но вот что мне немного не понравилось, то что она охотно собирает на себе отпечатки пальцев. В обычные дни на AliExpress этот планшет стоит примерно 14,5 тысяч. Я, конечно же, брал его в распродажу с применением промокода. В такие дни стандартную комплектацию можно урвать в районе 11 тысяч. К слову скажу, что планшет поставляется только с 4 гигабайтами оперативной памяти и 128 встроенной. Цвет только один – серый. В дополнение вы сможете заказать клавиатуру, которая подцепляется вот здесь снизу. С правой стороны планшета мы имеем кнопку выключения, она же сканер отпечатков пальцев. На верхнем торце располагается микрофон и качелька громкости. И с левой стороны разъем для зарядника USB-C. А также, друзья, этот разъем придется использовать для наушников, так как в этом планшете нет разъема 3,5. Конечно, это небольшой минус. В лоток можно установить 2 нано-сим-карты, либо одну сим-карту и карту памяти. Ну и стоит отметить одну из главных фишек этого девайса. У него 4 рабочих динамика. Конечно, через камеру все это вы не прочувствуете, но они играют действительно громко, звук вполне плотный. На планшете стоит заявленный процессор MediaTek 8768. Он имеет 8 ядер, его максимальная частота 2000 МГц. Каких-то глобальных подвисаний на планшете я не замечал. Все приложения открываются шустро. Бывают, конечно, микрофризы. Но это, возможно, связано с прогрузкой интернета. В целом процессор отрабатывает нормально. Также в плане производительности стоит упомянуть, что оперативная память здесь 4-го поколения. Для кого-то 4 гигабайта может показаться мало, но в целом их хватает даже для игр, таких, например, как PUBG. Игра свободно запускается на средних настройках графики. На более высокой графике вам поиграть не удастся, так как игра автоматически выбирает параметры. Во время игрового процесса я заметил всего 2 или 3 микрофриза. В целом на средних настройках производительность хорошая. После игры я дал отдохнуть планшету ровно 5 минут, после чего запустил тротлинг-тест. По графику видно, что процессор практически не тротлит.
И во время игры, и даже после этого теста, планшет практически не нагрелся. Не нагрелась как его задняя сторона, так и дисплей. Это можно аргументировать тем, что здесь, так сказать, процессор среднего уровня, который не выдает повышенную частоту, от чего и не нагревается так сильно. Далее, долго не думая, дав отдохнуть планшету еще пару минут, я запускаю AnTuTu тест. В нем девайс набирает 92 205 баллов. В принципе, для среднебюджетного планшета это нормальный результат. И также, друзья, если говорить о дисплее и о просмотре видео, то здесь заложены очень даже неплохие параметры. К примеру, разрешение экрана здесь 2000 на 1200 пикселей. Сейчас я даже не припомню, какая компания в районе 11 тысяч за свой планшет может предложить такое разрешение. В районе этой суммы, наверное, такого разрешения на рынке и нет. Плотность пикселей 220 точек. При таком разрешении и такой плотности видео достаточно приятно смотреть. Частота обновления стандартная 60 Гц. С передачей цветов я также не заметил каких-то проблем. И, кстати, друзья, если говорить о передаче цветов, здесь можно их настраивать. Планшет имеет 11-й Android из коробки. Кстати, когда я его подключил к Wi-Fi, прилетели вот такие обновления. Улучшение системы, камеры и так далее. Чуть позже я покажу вам фото с этого планшета. Вернемся к передаче цветов. Здесь есть такая небольшая фишка. Находится она в экране MiraVision. Если вы любите читать какие-то электронные книги через планшет, то эта фишка вам подойдет. Зайдите вот сюда. Режим изображения. По умолчанию у вас будет выбран стандарт. Вы можете сделать яркий, а также режим пользователя. В этом режиме задействуются разные настройки. Например, зайдем в контраст. Вы можете менять его в соответствии с вашими привычками. Также, к примеру, можно менять насыщенность, яркость изображения, цветовую температуру и защиту от синего излучения. Как раз она вам подойдет для чтения электронных книг. В принципе, здесь стандартный 11-й Android. Например, я еще здесь пользуюсь вот такой фишкой. Активация в вертикальном положении. Если планшет заблокирован, то вот в таком положении он автоматически разблокируется. Для меня это удобно. Что касается сканера отпечатков пальцев, давайте его добавим. Кстати говоря, виброотдачу UMIDIGI могли бы сделать и получше. В принципе, разблокируется нормально. Не молниеносно, но нормально. Давайте посмотрим минимальную яркость дисплея. На камеру так не кажется, но вживую видно, что порог минимальной яркости достаточно большой. Еще я тестировал здесь геолокацию. Прием GPS у UMIDIGI A11 Tab, честно говоря, меня удивил. Он практически незамедлительно поймал спутники. 47 в поле зрения – это очень неплохая цифра. В использовании максимум 19 – это тоже высокие показатели. Будьте уверены, что навигатор с этим планшетом будет работать хорошо. Что касается датчиков, они здесь стандартные. Есть все, кроме датчика внешней температуры и барометра. Также скажу пару слов про батарею. Здесь она 8000 мАч. В целом я заметил, что если пользоваться планшетом примерно так же, как смартфоном, то есть использовать разные приложения, просматривать видео, прослушивать музыку и так далее, то его хватает примерно на одни сутки. Батарея расходуется так же, как у среднестатистического смартфона. Хоть здесь и большая батарея, но этот дисплей диагональю 10,4 дюймов все же должен затрачивать на себя энергию. Поэтому я считаю, одни сутки держалка батареи для этого планшета – это норма. Также, конечно, девайс не обделен камерой. Основной датчик у него установлен на 16 мегапикселей, фронтальная камера 8 мегапикселей. Предлагаю посмотреть качество фото, которые выдает планшет. В принципе, при хорошем освещении картинка достаточно яркая. Но немного страдает резкость фото. Передача цветов под ярким солнцем достаточно реалистичная.
Против солнца каких-то бликов и засветов я не увидел. Если говорить о фронтальной камере, то я бы сказал, что фронтальная и основная камера примерно одинаковы по своему качеству. Все нужные моменты, так сказать, вы вполне сможете запечатлеть на этот планшет. Хотя, естественно, большим качеством эти камеры похвастаться не могут. Что касается видео, то картинка вполне приемлемая. Автофокус работает как надо. И, конечно, кому-то это будет важно, при видео планшет записывает достаточно неплохой звук. У него чувствительный микрофон, поэтому через Skype или через другие видеоприложения общаться будет вполне комфортно. В общем и целом, друзья, компанию UMIDIGI я знаю очень давно. Сам лично пользовался их смартфонами несколько лет. Так же оказалось и с этим планшетом. Я бы рекомендовал его купить вам в дни распродаж, плюс добавить к этому промокод. Тогда покупка будет действительно выгодной. Если вы любите читать электронные книги, планшет вам однозначно подойдет. Любите залипать на видео без проблем. Поиграть в какие-то игрушки тоже вполне можно, но с тяжелыми играми типа танков могут возникать микрофризы, будьте к этому готовы. Если что, ссылка, где я покупал данный планшет, будет в описании. Если возникнут какие-то вопросы по поводу настройки и так далее, пишите их в комментариях, буду отвечать. На этой ноте буду завершать видео. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. Желаю всем качественных девайсов, увидимся на YouTube. Пока-пока.